Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Я тут на досуге смотрел карту мира и с удивлением понял: в мире, как ни странно, не хватает мостов между странами. Именно так. Между некоторыми странами порой просто такие, напрашиваются построить мосты и соединить наконец эти страны. Так как приходится постоянно использовать различные баржи, корабли, чтобы добираться на другой берег. А это не очень-то эффективно, согласитесь? Сразу скажу для хейтеров: эти мысли, идеи сугубо лично мои, я не специалист по мостам. Могу ошибаться, это видео больше развлекательно-познавательное, нежели научное. Имейте это в виду. Ну что, готовы? Погнали! Великобритания и Франция. Почему не строят мост через Ла-Манш? Вы, конечно же, сразу скажете: тут же есть тоннель. И это верно. Это так называемый Евротоннель под Ла-Маншем. Такой вот железнодорожный двупутный тоннель длиной около 51 километра, из которых 39 проходят под проливом Ла-Манш. Этот тоннель соединяет континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю стало возможно попасть в Лондон, отправившись из Парижа. Но сделать обычный мост, мне кажется, было бы круто. Почти 40 километров протяженность моста. Вы только представьте, насколько эпично он бы выглядел. Хотя, справедливости ради скажу, воды тут, к сожалению, неспокойные. Поэтому, думаю, сделать такой мост будет, весьма-таки проблематично. Но возможно, в принципе. Теперь Великобритания, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Я думаю, надо соединить все эти страны между собой мостами, чтобы решить проблему попадания, в разные части Великобритании, Ирландии. Можно, например, соединить Северную Ирландию и Шотландию. Вот в этом месте. Вот сами взгляните. Мост получится примерно 30 километров в длину. Тот же Крымский мост, для примера, в длину 19 километров. Стоит себе хорошо, все нормально. Еще, например, можно построить мост из ирландского Дублина в уэльский город Холлихэд. Да, тут около 100 километров в длину выйдет. Но почему бы и нет? Технологии не стоят на месте, можно построить нечто грандиозное. Незабываемый остров Мэн. Можно было бы вообще сделать его связующим, звеном между островами. Связать все страны Великобритании воедино. Вот это был бы мегапроект, да? Ух! Теперь Хорватия и Хорватия. Да, предлагаю еще один вариант моста. Соединить раздробленные части страны под названием Хорватия, а именно город Дубровник и Загреб, разделенные Боснией и Герцеговиной, чтобы жителям Хорватии не мучиться и не пересекать границу Боснии каждый раз, когда они хотят попасть в другую часть своей же страны. Кстати, меня уже, оказывается, опередили. Такой мост уже строится. Это Пелишатский мост, который будет расположен между примерно Клеком и Бриестом. Его цена примерно 420 миллионов евро. Строительство началось еще в 2018 году и должно завершиться к 2022. Хотя, знаете, можно было бы сделать надземный мост, соединить страну. По воде он будет, конечно, короче. Да и думаю, боснийцы от такого огроменного моста на своей территории будут не в восторге. Теперь Индия и Шри-Ланка. Эти страны, просто обязаны быть соединены мостами. Тем более, все для этого есть. Уже природа даже сделала подобие моста. Только лишь, проложите сами вы мост и все. По длине он выйдет не сильно большим, примерно 30 километров. Тут просто обязан быть мост. Согласны? Индия должна, как старший брат, построить его и соединить эти две страны. А то обидно, наверное, плавать с места на место, когда уже, мост по сути готов. Теперь Италия и Албания.
Почему бы не соединить две замечательные страны, Италию и Албанию, между собой? Это возможно сделать в проливе Отранто, между городками Отранто и Влера. Правда, мост выйдет внушительным, порядка 80 километров в длину. Соединится, по сути, вся юго-восточная часть Европы с Италией. И машинам придется меньше ездить вокруг, а будут гонять фуры, так сказать, напрямую. Итальянцы в случае постройки такого места смогут спокойно ехать отдыхать, например, в Грецию. И наоборот, греки смогут легко попасть в Италию. Одни плюсы, на мой взгляд. Правда, стоить такой мост будет очень-очень много. Марокко и Испания. А эти две страны, просто обязаны быть соединены мостами через Гибралтарский пролив. Тем более, мост тут будет даже короче Крымского, около 17 километров. И соединит он, по сути, Европу с Африкой. Вот только думаю, надо ли это Европе? Вот это уже другой вопрос. Ведь тогда попрут толпы африканских мигрантов в Испанию за лучшей жизни. Видимо, поэтому и не делают мост. А может быть, какая-то и другая причина есть, я не знаю. Еще один мост между Японией и Южной Кореей. Эти страны, на мой взгляд, тоже пора бы уже соединить. А то Япония как отшельник. Нет сухопутных дорог. Мост можно построить из Пусана в Фукуоку через Корейский пролив. Там как раз есть промежуточные такие острова. Вся длина будет примерно 230 километров. Но это с учетом дороги по островам. Конечно же, выйдет дорого. Но страны-то не бедные, прогрессивные. Вполне могут себе это позволить. Можно будет в Японию с Россией на машине гонять. Прикольно же. Ну и, конечно же, мост между странами России и США через остров Диамид в Беринговом проливе. Такой мост мог бы вполне быть построен, учитывая то, что эти две богатые страны, которые могут вполне реализовать такой грандиозный план строительства. Тем более мост выйдет длиной меньше 100 километров, а островки Диамид были бы неким перевалочным пунктом. Там можно было бы поставить пограничные пункты пропуска, например. Но, думаю, хоть проект этот и можно реализовать, вряд ли это случится в ближайшем будущем. И все дело не в возможностях, а в желании стран соединить между собой мостами. Ведь страны соперничают, часто враждуют, а мост это больше жест, объединяющий, примиряющий, страны. Возможно, в будущем между нашими народами и построят такой мост, и тогда будем жить дружно. Для этого также нужны и правители другой формации. Не военные, а созидатели. Поглядим, что будет в будущем. Вот такие я предлагаю, построить мосты. Да, еще раз скажу, друзья, это все больше гипотетически, мои просто идеи. Ну а выводы делайте сами. Пишите в комментариях свои мысли. Также и негативные. Безарыч, как же можно предложить такой мост? Ты что? То же самое пишите. А также с вас лайк, подписка на канал. И, как всегда, друзья, увидимся в следующем выпуске на канале Bizarre World. С вами был Макс. Всем спасибо, всем пока-пока.